Приветствую на канале со сложным названием. В условиях санкций отечественный автопром в лице АвтоВАЗа рискует остаться только с двумя моделями в арсенале, в случае если Франция откажется поставлять комплектующие, а такой сценарий весьма вероятен. Практически все модели, производимые в России, снабжаются элементами, поставляемыми от Renault и Bosch. Российский автозавод без наличия подобной помощи может поставлять только две модели. Это внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel. Именно эти машины в условиях санкций будут дорожать меньше всего. С таким пояснением выступил представитель АвтоВАЗа. Сейчас линия сборки простаивает. Люди полагают, что причина в санкциях, но не совсем. Отсутствуют датчики ABS и ESP бошевского производства. Компания и раньше задерживала сенсор на какое-то время, а сейчас новая поставка частично может быть развернута из-за разногласий в Европе и России. Представитель ВАЗа заверил, что завод продолжит сборку модели уже с 1 марта. Мол, проблема с отсутствием датчиков и чипов решена. Больше проблем у производителя Renault Россия, чей завод находится в Москве. Для производства автомобилей того же Дастера, к примеру, нужны запчасти из Румынии, которые транспортировались через Украину и Польшу. Пока сборка будет простаивать до 5 марта из-за отсутствия важных составляющих и компонентов. Будет ли Renault оставаться в капитале АвтоВАЗа, пока неизвестно. Ситуацию должен прояснить президент Франции Макрон. Именно он решит судьбу данного автомобильного союза. Без участия французских комплектующих задержки с поставкой новых автомобилей увеличатся из-за простоев линии сборки. Нужно будет наладить новые цепочки поставок, а на это потребуется время. Niva Legend и Niva Travel отличаются от других моделей АвтоВАЗа тем, что внутри у них минимум электроники. Машины смогут собираться даже в условиях полного отсутствия иностранных запчастей. Даже построенные на вазовских платформах Vesta и Granta не смогут производить без французских компонентов. Если говорить точнее, то Renault это некий агрегатор запчастей, который закупает их у поставщиков и затем распределяет по заводам. И сейчас, если Renault откажется от поставок, понадобится время, чтобы Lada нашла желающих поставлять компоненты без участия французской компании в этой цепочке. На этом все. Кто против остановки производства и против подорожания машин, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!